Всем привет, меня зовут Дима. Сейчас будем с вами изучать JSON в Python. Что такое JSON? JSON это специальный формат данных, представление данных в человекочитаемом виде удобном. К примеру, вот я написал базовую строку в JSON формате. С JSON вы будете сталкиваться всегда, ну не всегда, но практически всегда, если будете разрабатывать какие-то веб или серверные системы, будете заниматься, допустим, вебом в Python. Если вы будете заниматься вебом в Python, то значит будете создавать бэкэнд для серверов. И вам, допустим, надо будет разрабатывать какую-то API-шку или присоединяться к API-шкам других серверов. И там процентов, наверное, в 90 случаев будет формат JSON. JSON это можно сказать как просто dictionary, как мы изучали там, это не кортежи, это словари, это или ассоциативные массивы, потом они представлять их можно похоже. Здесь как идет? Здесь идет ключ и значение. Причем в JSON можно превращать объекты, списки, массивы и так далее. Для того, чтобы работать в Python с JSON, нужно импортировать встроенный, он практически всегда встроен, по умолчанию идет в Python модуль JSON. И дальше, к примеру, чтобы преобразовать такую строку из строку формата JSON в объект, нужно написать следующее. К примеру, я создам переменную object и напишу load. Причем не load s, это типа загрузить s string. Сюда мы передаем нашу переменную string. И теперь мы можем вывести, посмотреть, что у нас получилось. Я вывожу так Python, что какой-то тут, не знаю. Вот, видите, у нас просто вывелась как бы строка. Сейчас. Но здесь я также, это на самом деле, если посмотреть, посмотрим, что это за тип данных. Если посмотреть, то это будет у нас словарь. Видите, класс dict, словарь, dictionary. Поэтому, так как это dict, мы можем обращаться к ключам его. К примеру, обратимся к name, ключ. Вот так, к ключу. Видите, у нас вывелся ключ. Причем, если мы также можем распечатать его вот таким образом, как обычный массив. К примеру, так, item in object. Это я удалю. Мы будем печатать. Вот я вывел все значения. У нас есть, то есть это ключики key. Вот я печатаю ключ. А сейчас я еще выведу к нам по ключу значение его. Даже более еще красивее сделаю. Так, плюс двоеточие, плюс формат string. Потому что иначе будет ошибочка, так как у нас age является числом. К примеру, я еще сделаю так. Type. Этот вроде type и так возвращает нашего значения. Что? Так. Да, видите, он все-таки не строку возвращает. Так, поэтому завернем все в строку. Вот, видите, здесь у нас у каждого значения также есть типа класс str, класс int, класс bool. Это говорит о чем? Это говорит о том, что в JSON сохраняется тип данных. Если мы вот написали бы вот таким образом, то это был бы у нас стринговый тип. А так кавычек нету, это у нас является числом. Также true у нас булевым значением и равняется true. Now у нас, к примеру, я создам там
higher пусть будет вот так, now равняется, не знаю. Видите, он стал значение none, типа нулевое значение. Также здесь ну ладно. Также мы можем поддерживать список. К примеру, списки будут выглядеть так: лист, двоеточие и в квадратных скобках 1, 2, 3 вот напишу таким образом. Видите, у нас выявился класс лист, список. Соответственно, при превращении у нас создаются экземпляры объектов типов данных. Ну, типы данных. Объекты, которые типы данных из Python. Превращается все отлично. Также мы можем, к примеру, потом взять и добавить в наш объект какой-то новый ключ. New key. Который будет равняться, к примеру, без разницы, new key будет так равняться. И выведу это все опять на экран. Таким образом, видите, у нас добавился новый ключ в JSON. Соответственно, мы можем работать с объектом после загрузки в JSON, как с обычным массивом обычным, dictionary. Все, не путаюсь. Словарем, да. Дальше, к примеру, у нас часто может возникать ситуация, когда мы должны из файла или в файл запихнуть наш JSON. Для этого я возьму с помощью функции with, открою файлик. У меня файлик создан уже. Ну вот он, видите, он пустой, я создал. JSON.txt. И открою его как v. Писать туда буду. S файл. Для того, чтобы записать, нужно использовать dump_s. Сюда я первым аргументом передаю наш объект, потом я передаю файлик и все выполняю. Так. Он у нас ругается. Строка, моды. Это dump строку. Да. Это dump_s, если мы строку, а я же передаю уже объект, а не строку. Поэтому у нас вот, видите, распечатался файлик значения. Но здесь оно не очень красиво. Для того, чтобы красиво все печатать, мы можем передать третьим аргументом. Есть такая специальный перемен indent, как переводится к разделитель. Он, к примеру, передадим 3. 3 будет равняться типа 3 пробела. Это у нас запоминается, грубо говоря, как пробелы. Это он используется для красивого форматирования JSON представления. Вот у нас создался. Если мы посмотрим, тут 3 точечки маленькие, это пробелы. На каждом уровне добавляются они. Также мы можем из файла читать, просто нужно будет открыть с R, передать файл и легко также прочитать. На этом, в общем-то, все. Я думаю, я вам рассказал, как базовые возможности JSON. Если необходимо больше информации, вы, конечно, можете сами поискать. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.